Когда пару лет назад Nintendo выпустила NES Classic Mini, конечно, туда попали Castlevania 1 и Castlevania 2. А вот третью часть они проигнорили. Хотя, если честно, Castlevania 3 — это такой бриллиант, который мог бы спокойно стать топ-5 всех NES-игр. Вместо нее это хромающая, как старый Джон Уэйн, Castlevania 2. Но я их понимаю, ребята. Минишка уже была забита до отказа. Mario 3, Kirby's Adventure, Mega Man 2 — это тебе не фунт изюма, это все тяжеловесы жанра. Так что добавить еще один платформер было бы перебором, хотя Castlevania 2 — это вообще не совсем платформер. Это что-то вроде гибрида между приключениями и РПГ с элементами «Гадай, где выход». Это как Зельда 2, только чуть мрачнее и с большим количеством вампиров. И да, обе части вышли почти одновременно в Японии. Но если Зельда со временем стала классикой, то Castlevania 2 — это как старый пиджак с пятнами от соуса. Местами красиво, местами противно. Сюжет начинается сразу после первой части. Саймон Бельмонт победил Дракулу, но теперь тот разбросан по замкам в виде осколков. Ты же понимаешь, что он был сделан из лего. Еще Саймон получил проклятие, и теперь ему нужно собрать все кости обратно и проткнуть каждую колышком. И да, за это ты получаешь способности. Например, ребра Дракулы становятся щитом. Почему бы и нет? Но музыка здесь просто взрыв мозга. Графика атмосферная, как ночь в Новом Орлеане. И каждый враг, которого ты убиваешь, звучит так, как будто ты только что свернул шею плохому человеку. Это удовольствие. Удовольствие в стиле Тарантино. Но платформинг местами доставляет головную боль. Например, скрытые блоки в замках. В первый раз приходится ползти вперед, как черепаха, бросая святую воду направо и налево. Прям святейший пол какой-то. Но легко забыть про него и упасть, потом снова ползти обратно. И это еще не конец. После каждого замка тебе нужно выбираться обратно. Это как возвращаться к бывшей. Не хочется, но приходится. И прыжки. Прыжки — отдельная тема. Они такие же, как в первых Туртлах, жесткие, ломаные, с намеком на самоубийство. И типичные NES-приколы, переход экрана и бац, в тебя уже стреляют. Вода — мгновенная смерть. Но зато жизнь здесь почти бесплатна. Ты просто возрождаешься на том же месте, теряя сердца. Но быстро нагонишь, стой на одном месте и колоти врагов. Сердца здесь валюта. На них покупаешь предметы, которые помогают двигаться по сюжету. Как в любой хорошей истории, деньги правят миром. Только здесь вместо долларов сердце убитых монстров. А покупать их надо в городах, разговаривая с NPC. Вот тут и проявляется главное отличие Castlevania 2 от других частей серии. Тебе нужно общаться, собирать информацию, планировать. Цикл день-ночь постоянно все прерывает, как телефонный звонок во время ограбления. А загадки? Эти загадки. Брось чеснок на кладбище, получишь нож. Встань перед водой с кристаллом, ты откроешь проход. А потом вообще встань у стены с красным кристаллом, и тебя унесет торнадо. Представляю, как это придумывали. Давай, игрок, угадай, что у нас в голове. Но больше всего раздражает не сложность, а банальная рутина. Когда не хватает сердец, стоишь на одном месте, колотишь монстра, пока не наберешь нужное. А если вернуться в город ночью, придется ждать рассвета, пока NPC появится. И просто сидишь и ждешь, как лох. И еще один такой момент. Здесь боссов почти нет. Где они, черт возьми, эти сраные ублюдки? В общем, думал, буду плакать. Но честно, мне понравилось больше, чем ожидал. Музыка, графика, моменты, когда ты внезапно понимаешь, как решить задачку, это работает. Как в кино, иногда важен не сюжет, а атмосфера. Если ищешь NES Adventure, лучше возьми Зельду 2 или Dragon Quest. Castlevania 1 и Rondo of Blood тоже крутые.
Это совсем другой жанр. Многие считают эту игру говном только потому, что так принято. А она на самом деле как антигерой в стиле Пулмана, с характером, с острым языком и кучей недостатков. Но именно поэтому она запоминается.